Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Сегодня свяжем летний вариант повязки интересным узором. Узор всего 2 ряда. Вязала мерсеризированным хлопком, в 100 граммах 400 метров. Крючок брала 2,5 миллиметра. Вязала на 14 петлях. Ширина повязки получилась 7 сантиметров. Вот такой хлопок использовала. Я начала с 15 воздушных петель цепочки и провязала ряд столбиков с накидом. Всего у меня получилось 13 столбиков с накидом. Переворачиваю вязание. Перед этим делаю воздушную петлю подъема. Сразу провязываю столбик без накида. И далее столбик без накида в каждую петлю основания. Всего у нас должно получиться 13 столбиков без накида. Вяжем в каждую петлю основания. Это будут у нас изнаночные ряды. Провязываем так до конца ряда. Провязываю последний столбик без накида. Вот у нас закончен ряд. Делаю воздушную петлю подъема, переворачиваю вязание. Сразу же провязываю столбик без накида. В следующий столбик делаю накид на крючок. И за столбик первого ряда провязываю лицевой рельефный столбик. Провязали. Следующую петлю на основании провязываем столбиком без накида. Накид на крючок. Пропускаем один столбик в самом первом ряду. И за второй столбик провязываем лицевой рельефный столбик. Так и будем чередовать. Обычный столбик без накида и лицевой рельефный столбик за самый первый ряд. В следующую петлю основания провяжу столбик без накида над следующим столбиком. Затем лицевой рельефный столбик. То есть у нас такая получается своеобразная резинка. 1 на 1. Снова столбик без накида. Накид на крючок, пропускаю в первом ряду столбик с накидом и за следующий провязываю лицевой рельефный. Столбик без накида, накид на крючок, лицевой рельефный столбик за самый первый ряд. Столбик без накида, накид на крючок и лицевой рельефный столбик за столбик с накидом в самом первом ряду. Заканчиваем ряд столбиком без накида. Все, ряд у нас готов. Дальше будет еще проще. Делаем воздушную петлю подъема. Переворачиваем вязание. Это у нас будет изнаночная сторона. Здесь мы всегда вяжем столбики без накида. И всего в ряду у нас 13 столбиков без накида. Сейчас до конца ряда вяжу столбики без накида в каждую петлю основания. Провязала последний столбик без накида. Вот так у нас будет выглядеть изнаночная сторона. Воздушная петля, переворачиваю вязание. Начинаю ряд со столбика без накида.
И далее накид на крючок. И теперь над каждым лицевым рельефным столбиком предыдущего ряда буду провязывать лицевой рельефный столбик. Далее у нас будет столбик без накида, петлю основания, накид на крючок и за лицевой рельефный столбик в предыдущем ряду, который был еще до этого, там где мы вязали лицевые рельефные. Вот за лицевые рельефные вяжем лицевые рельефные столбики, а между ними провязываем столбики без накида. Вяжем резинку 1 на 1. Закончила лицевой ряд. Изнаночный у нас, как и все четные ряды, будет вязаться столбиками без накида. Этим узором я связала 7 сантиметров. На конце повязки свяжу такой же участок 7 сантиметров. Общая длина повязки будет короче обхвата головы на 3-4 сантиметра, потому что вязание растягивается, чтобы у нас повязка хорошо сидела. Далее переходим к вывязыванию узора. Но для этого нам надо провязать ряд столбиков без накида. Сейчас вяжу ряд столбиков без накида, и в процессе вязания одну петлю где-нибудь прибавлю. Это будет незаметно, можно в любом месте прибавить. То есть было у нас 13 петель, станет 14. Мы перешли на лицевую сторону. Вяжу еще один ряд столбиков без накида. Итак, провязали 2 ряда столбиками без накида. В одном из рядов прибавляем 1 петлю, чтобы было 14 петель. И переходим к узору. 3 воздушные петли подъема, накид на крючок, пропускаем 1 петлю, в следующую петлю вяжу пышный столбик, вытягиваю 3 петли, 2, 3, провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе, воздушная петля, накид на крючок, и в это же основание провяжу пышный столбик, буду вытягивать 3 петли, 2, 3, провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе, воздушная петля, накид на крючок, пропускаю на основании 1 петлю и в следующую петлю вяжу столбик с накидом. Далее вяжу
6 столбиков с накидом. Всего центральная часть у нас состоит из 7 столбиков с накидом. Сейчас вяжу центральную часть. Провязала 7 столбиков с накидом, воздушная петля, накид на крючок, пропускаю петлю на основании, в следующую петлю провязываю пышный столбик, буду вытягивать 3 петли, провязали, провяжу накиды вместе, 2 петли на крючке вместе, воздушная петля, накид на крючок, в это же основание пышный столбик, вытягиваю 3 петли, 2, 3, провяжу накиды вместе, 2 петли на крючке вместе, накид на крючок и завершаю вязание столбиком с накидом. У нас готов один ряд, это и будет изнаночный ряд. Все нечетные ряды, как и первый, будем вязать одинаково. Воздушная петля подъема. Теперь столбик без накидов, пышный столбик предыдущего ряда. Столбик без накида в арку из одной воздушной петли предыдущего ряда. Столбик без накида в пышный столбик предыдущего ряда. Столбик без накида в арку из одной воздушной петли. И столбик без накида в первый столбик из 7 предыдущего ряда. Теперь 8 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Цепочка 8 воздушных петель. Теперь поднимаю петли. Одна есть, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И из основания вытяну 9. 9. Теперь закрываю по 2 петли до конца ряда. Как в тунисском вязании. Вяжу по 2 петли в обратном ряду. Провязала ряд до конца. Теперь за последний 7 столбик прикрепляюсь. Прикрепляйтесь столбиком без накида. Здесь я провязала соединительный столбик. Это неверно. Прикрепились. Далее столбик без накида в арку из одной воздушной петли предыдущего ряда. Столбик без накида в пышный столбик. Столбик без накида в арку из одной воздушной петли предыдущего ряда. Столбик без накида в пышный столбик. И столбик без накида завершает у нас ряд. Это лицевой ряд. Его тоже будем повторять. Все четные ряды, как и второй, вяжем одинаково. 3 воздушные петли подъема. И переходим к изнаночному ряду. Накид на крючок. Вяжем в арку пышный столбик, поднимаю 3 петли. Провяжу накиды вместе, 2 петли на крючке вместе. Воздушная петля, в арку пышный столбик, из 3 накидов вытягиваю 3 петли, 2, 3, провяжу накиды вместе, 2 петли на крючке вместе, воздушная петля. Теперь элемент у нас объемный остается с лица.
И делаем столбик с накидом, протыкаем и столбик с накидом, и вот этот объемный элемент. То есть его надо прикрепить. Первый столбик, второй столбик, столбик предыдущего ряда, третий столбик с накидом, четвертый столбик с накидом, столбик предыдущего ряда, пятый столбик с накидом, столбик с накидом предыдущего ряда, шестой столбик с накидом и седьмой столбик с накидом, столбик с накидом предыдущего ряда. Здесь у нас хорошо уже закрепленное, здесь мы просто столбик с накидом. Вводим крючок, воздушная петля, накид на крючок, снова вяжем группу пышных столбиков, вытягиваю 3 петли, 2, 3, провяжу накида вместе, 2 петли на крючке вместе, воздушная петля, накид на крючок, пышный столбик, вытягиваю 3 петли, провяжу накида вместе, 2 петли на крючке вместе, накид и завершаю ряд столбиком с накидом. Воздушная петля подъема для лицевого ряда. Столбик без накида в пышный столбик. Столбик без накида в арку из воздушной петли. Столбик без накида в пышный столбик. Столбик без накида в арку из воздушной петли. И столбик без накида в первый столбик. Далее цепочка из 8 воздушных петель. И будем вязать объемный элемент. Набрали цепочку 8 воздушных петель. Далее поднимаем петли, как в обычном тунисском вязании. Всего на крючке будет 9 петель. На крючке 9 петель, буду закрывать по 2 петли до конца ряда. И получу объемный элемент. Прикрепляемся столбиком без накида к последнему столбику. Далее вяжем столбик без накида в арку из одной воздушной петли, столбик без накида в пышный столбик, столбик без накида в арку, столбик без накида в пышный столбик предыдущего ряда и заканчиваем ряд столбиком без накида. Все, ряд готов. Вот у нас получился второй объемный элемент. Чередуем первый и второй ряд, вяжем нужную длину. Напомню, общая длина повязки на 3-4 сантиметра меньше обхвата головы. Это для того, чтобы повязка лучше сидела. То есть по краям я сделала по 7 сантиметров резинки. Вот теперь покажу, как я собирала. Складываем лицо к лицу и вдеваем друг друга 2 части. Затем останется сшить по шву, и повязка готова. Как вариант можно сделать челму. Но я оставила повязкой, мне больше понравилось. Сшивала столбиками без накида.
Вот такой шов получается с лица. Вот такая повязка получилась у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч!